Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Picard Travel Show, а значит, сегодня мы обсудим новую пятерку отелей. Дананга. Отлично, начнем. Сегодня нас ждут Космос Отель, Минора Премиум, Дуитунг Отель, One Apartment и BC Отель. Хочу напомнить, что все отели мы бронируем по ссылке в описании, так что переходите и бронируйте тоже. Как и авиабилеты. Правильно. Начинаем. Космос Отель Дананг. Это отель довольно неплохой, но старенький по виду. Но за ним ухаживают. Да, Довольно всё в верно. хорошем состоянии. Находится в туристической зоне, все в пешей также доступности. Есть бассейн, завтрак, хорошие номера. Что тебе понравилось в этом отеле? Мне было комфортно, но за исключением, наверное, завтрака. Завтрак такой был скромноватый, и надо приходить до 8 утра, чтобы было что поесть. Да, верно, завтрак очень скромный. Возможно, то, что не сезонный, народу было не очень много. Но, в принципе, если поковыряться, то найти, по крайней мере, мне можно было что. Бассейн прикольный в плане того, что вид офигенно хороший. Да, по плаванию не скажу, не плавал, но вид реально шикарно открывается и на набережную, и на город. Поэтому посмотреть, элементарно подняться, понаблюдать можно. Что касается самих номеров, номера разные категории, довольно-таки просторная в плане того, что можно побольше номер взять, можно поменьше номер взять, то есть какой вам будет комфортнее пребывать. Постельная чистая, уборка вроде хорошая, то есть проблем каких-то не заметили. Чай, кофе есть, чайник в номере тоже присутствует. Мини-бар, все замечательно. Есть такие небольшие следы пребывания других гостей в плане того, что уже не так чисто, допустим, кресло, то есть обивку уже пора бы ее почистить, да. Есть какие-то вешалки немножко такие покоцанные, поношенные. А так, в принципе, неплохо. За свой бюджет с завтраками, довольно неплохо. Не забываем, что мы были вне сезон, поэтому за свой бюджет неплохо. Сколько поставишь? Я поставил бы 8. Но? Я поставлю 8. Просто я бы поставил бы. Окей, я тоже соглашусь, поставлю 8, потому что мне в целом понравилось. Номера разные, пребывание хорошее, интернет тоже все хорошо работал. Поэтому... До моря минут 7-10 пешком. Так что все в пешей доступности. Поехали дальше. Минора Премиум Дананг. Это сеть отелей, это был первая Минора, в которой мы побывали. Лобби, конечно, маленькая, скромненькая, но в целом неплохо в плане самой гостиницы. Номера разные, также категория, но довольно хорошо, то есть светлые, просторные. За номерами, за гостиницей в целом следят и, видимо, подкрашивают регулярно. Либо мы уже были после того, как ее подкрасили. В целом неплохо. Вид, конечно, такого хорошего на море нет, ни из окон, ни из бассейна, но в целом мне понравилось. Да, отель находится тоже в центре другой туристической зоны. До моря минут 7-10 также пешком, все в пешей доступности. Вы ходите слева, справа рестораны, массажные салоны, магазины, кафе, и можно, в принципе, в этой локации приятно провести время. Да, по номерам, кстати, отель был довольно полный, и полную картину по номерам, к сожалению, не удалось снять. По завтракам могу сказать, что тоже довольно неплохо. Мне понравился большой достаточно выбор. Можно было найти, что перекусить. И омлет есть, основные блюда есть, фрукты есть, и десерты тоже, кексы. В целом, в принципе, все. Да, за свои деньги тоже вполне неплохо. Я поставлю, если сравнивать с космосом, они наравне, то есть 8. Да, я тоже 8 поставлю. Мне было очень комфортно здесь. Дальше нас ждет отель Дуитунг. Очень интересное такое название. Запомнился мне этот отель, что он был довольно дешевый. Там было буквально $9-10 в сутки, но пребывание было довольно комфортным, за исключением Wi-Fi интернета, который постоянно отпадал. Несмотря на то, что нам в номер даже принесли Wi-Fi роутер, это не помогло. Какая-то была у него такая засада.
Мне кажется, Свой да, вариант. именно сам, может быть, вход в интернет в отель какой-то проблемный. В отеле, кстати, в Дананге зачастую страдает интернет. Почему? Они все ссылаются на перебитый оптиковолоконный кабель где-то там в море. Да. Но врут, мне кажется. Потому что у одних отелей нормально все, у других как бы какая-то проблема. Ну, за столько времени, за год, за 2 уж, наверное, можно было починить. Кусок-то отрезать и новый туда приделать с оптики-то. В целом, неплохо. Видно, что гостиница старая, но за ней тоже довольно неплохо следят. Такое ощущение, что как будто вот после какой-то мини-реновации открылось. Все чистенько, но мебель, да, старая. Может, сменили владельца. Опять же, есть такие предположения. Интересная вещь — это замки на шкафах. Все шкафы были закрыты на замочке. То есть ключики вы можете что-то там оставить, видимо, и спокойно взять ключики, идти и не беспокоиться за вещи. Бассейна, спортзала нет, завтраков тоже нет. Но поблизости налево Пенмарт, направо кафешки, а рядом массажные, спа-салоны, так что до моря минут, наверное, 15 уже будет пешком. В принципе, довольно приятная локация тоже. За свои деньги, прям, мне кажется, вообще супер. Сравнивая те отели и этот, сумма, за которую мы заплатили, перевешивает вот эти спортзалы, бассейны. Я бы 8 поставил по комфорту пребывания. Оно стоит того. Единственное, вот как бы сбавил баллы за интернет, а так можно было и нередко, может, тоже поставить. А я вот сниму еще 1 балл как раз за Wi-Fi интернет относительно тех отелей. Здесь я поставлю уже 7. Окей. Кстати, Влад, недавно листал ленту YouTube, наткнулся на канал ребят «Жора, где ты был?». Там они рассказывают о своем опыте проживания в Вьетнаме, на какие экскурсии стоит съездить и какие кафе сходить, где купить продукты, как отменить деньги или снять жилье на долгий срок. Кроме Вьетнама, они уже сняли похожие видео в Малайзии и Камбодже. А для вас мы оставим ссылку в закрепленном комментарии, вдруг пригодится. А мы продолжаем. Обзор отелей. Дальше нас ждут апартаменты One. Новый, все чистенькое, все хорошенькое, именно апарты, есть стиральная машина, то есть вы можете постирать вещи там, кухня есть, холодильник есть, стол письменный, стол кухонный, ну, в зависимости от номера. Есть побольше, есть поменьше номера, но в целом прям прикольно. Нам показали все категории номеров, а их там всего 2. Есть посуда, чтобы что-то приготовить, кондиционер работал хорошо, но кондиционер грязноватенький вроде был, но нам пришли, почистили. В принципе, неплохо, мне понравилось. Плюс, наверное, еще в том, что есть стеклянная перегородка, и вы можете, допустим, лечь спать, закрыться. Человек, с кем вы путешествуете, можете на кухне что-то готовить, чай, кофе пить, смотреть интернет, и вам не мешать. За это лайк дополнительный. Да, абсолютно согласен, очень приятные новые апартаменты. Часть номеров выходит с видом на улицу, часть в стену соседнего дома. Соответственно, у вас есть выбор: либо хороший вид и будет немножко шумновато от улицы, либо тихо, но вид на окна или стену соседнего здания. Ну, я не скажу, что там будет прям шумновато, потому что улица, на которой стоит отель, она прям такая тупиковая и находится между улиц как-то. То есть, чтобы найти... Переулок такой. Да, чтобы найти, надо его поискать. Минут, наверное, 20 до моря идти от него. Ну, соответственно, там рядышком есть как раз фулл-маркет, круглосуточный магазин, тоже массажная в пешей доступности. В принципе, вешалок достаточно, можно все вещи постирать, посушить. Да, кондиционер работает в комнате, которая отделена стеклянной перегородкой с дверью, а в гостиной вентилятор. Так как это апартаменты, бассейна нет, спортзала нет, но, в принципе, вы получаете большой плюс в виде такой мини-квартиры со всеми удобствами. Подожди, в апартаментах бывает и бассейн, Бывает. и спортзал. В данном не было. Но ничего страшного, я поставлю даже, наверное, 9, потому что мне реально было комфортно пребывать те 2 дня, которые мы там были. Да, я тоже поставлю 9, все было чисто, все было на уровне, и все вопросы моментально решались администратором. Да, хорошо. Переходим дальше. Беси отель. Не беси меня отель.
хочется сказать, но этот отель связан с чем-то с морем. Проблема здесь была существенно номера прокуренные. Когда мы были, отель был полный, и, к сожалению, нам не смогли заменить номер на другой. На окнах стоят решетки, окна выходили в другую стену. Хотя значки висят не курить, все равно курят, не знаю, платят ли штрафы, хотя бы хоть одного бы наказали бы, чтобы неповадно было. А то приезжаешь, заселяешься в номер, у тебя полностью прокурено, особенно когда ты не куришь, прям неприятно находиться. Вот удивительно, в Азии везде запрещено курение, и в ресторанах, и в гостиницах, и в квартирах. А вот такие вот варианты, что хозяева не обращают внимания, видимо, какие-то постоянные постояльцы. Да вряд ли. Номер прям прокуренный, то есть мы проветривали его, выходили, возвращались, и вот как будто ничего не менялось, потому что уже вся мебель все впитала. Да. Вот это было, конечно, очень неприятно. Хорошо, что мы там остановились недолго, там одна ночь была вроде. Или две. Вот, и с радостью оттуда съехали. То есть, если вы курите, а курение убивает, можете заселяться. Но остальным я бы, наверное, не рекомендовал из-за вот этого прокуренного состояния номера. Может быть, если там сделают реновацию, все уберут. Ребят, вы сами себе поставили такой жирный дизлайк, минус за состояние номеров. Может быть, нам не повезло, но мы оцениваем то, что мы видели, где мы жили, и что нам понравилось, что не понравилось. Мне отель не понравился из-за прокуренности. И рядом еще было 2 стройки, то есть с утра до вечера звуки отбойных молотков и строительной техники тоже не прибавляли. Я не рекомендую и поставлю с учетом всего этого, 5, не больше. Да, я тоже на 5 остановлюсь, потому что ни бассейна, ни спортзала нету. Конечно, в пешей доступности много всего, но вот это вот отношение к тому, что вы не контролируете, не фиксируете курение в номерах, конечно, не доставляет никакого удовольствия обратно вернуться, это точно, в этот отель, а может быть даже уехать сразу. Да. Окей, что, мы всю 5 сегодняшнего разобрали, и давай подведем итоги. Давай. Если на момент мы не напомнили, где мы бронируем отели. Отели мы бронируем по ссылке в описании. А теперь составим рейтинг. Как бы ты распределил отели? Первое – Космос, дальше Минора Премиум, потом я поставил One Apartment, Дуйтунг и закончил BC, но туда не рекомендую заезжать. А я бы распределил по-другому. Минору бы я поставил на первое место, потому что мне там завтрак гораздо больше понравился, чем в Космосе, потом Космос, затем One Apartment, затем Дуйтунг и BC. Тоже в BC, согласен, заезжать не стоит из-за прокуренности. Если распределять их по нашей недельке, как скататься, то я бы начал свое путешествие, наверное, с Миноры тоже, потому что хорошее начало путешествия за счет интерьера, за счет всего, прям реально хорошо. Затем я бы поехал в Дуйтунг. Там уже попроще, но, в принципе, хорошая локация, тоже можно выбираться к морю. Дальше, наверное, One Apartment. Да, чуть подольше, но как раз, как говорится, постирать вещи. И завершил бы Космосом, потому что офигенно хороший вид на море, и завершающий такой этап вашего путешествия, мне кажется, прям хорошо. BC я бы вычеркнул вообще из списка из-за прокуренности. Если вам это не проблема, то можно его как раз перед Космосом разместить. Нормально будет. Хороший выбор. Я бы тоже начал с Минора Премиум. Дальше бы я поехал бы в Космос, Дуйтунг потом. И закончил One Apartment как раз постирать вещи перед отъездом и отдохнуть. Постирать вещи-то можно и дома. А здесь просто, если вы с собой немного берете вещей, поэтому... То есть тут можно комбинировать в зависимости от ваших предпочтений. Неплохие у нас сегодня получились отели. Сколько получается? 3 из них мы точно рекомендуем. 4. Я бы 3. Я бы Космос, Минору и Ван бы рекомендовал. Дуйтунг, так.
В случае крайней необходимости. Да, напоминаем, что бронировать отели вы можете по ссылке в описании. Обязательно делайте по ссылочке, переходите, ставите, как бронировать. Я снимал отдельное видео, вот здесь вот в подсказке вы это увидите. Смотрите, и вам это позволит сэкономить довольно неплохой бюджет. Мы же сэкономили больше 40 тысяч. Об этом я в видео как раз и рассказываю. На этом у нас все. Топ составили, обзор сделали, картину недельки тоже разобрали, в какие отели и как посещать. До скорых встреч в наших путешествиях. Обязательно увидимся. Пока-пока. Пока.